Навещал ребенка в лагере, гуляли по территории, нашли телефон. Лежит себе на тропинке, теплый, еще наверняка только что выпал из кармана какого-нибудь прохожего. Сперва хотели отнести на охрану, но по дороге решили, что можем и сами позвонить по какому-нибудь номеру, выяснить имя владельца и вернуть ему телефон. Так даже приятнее. В телефонной книге было только 2 контакта — мама и папа. Секунду подумав, я нажал на номер «Папа». «Привет, сынок». Раздался в трубке густой, приятный голос. «Простите, это не сынок», — сказал я. «Мы нашли телефон, хотим вернуть владельцу». «Это телефон вашего сына». «Да, сына», — слегка растерянно ответил собеседник на том конце. «А как телефон у вас оказался?» «Говорю же, нашли. Гуляли, смотрим, телефон лежит. Наверное, из кармана выпал. Он у вас в каком отряде?» — спросил я. «Кто?» — переспросил собеседник. «Надо было маме звонить», — подумал я. С другой стороны, мне легко было понять растерянность отца, когда с номера ребенка звонит какой-то непонятный мужчина. Поэтому я терпеливо повторил: «Сын ваш. В каком он отряде, вы знаете? Он ни в каком не в отряде. Вы где вообще этот телефон нашли?» — прокричал отец. «На территории лагеря», — недоуменно ответил я. «Какого лагеря? Это что, розыгрыш?» — спросил отец. «Знаете, мне не до розыгрышей. Я приехал в лагерь навестить своего ребенка, мы нашли телефон. Лагерь «Дружба». Вы что, не знаете, где ваш ребенок находится?» — переспросил я. «Я отлично знаю, где находится мой ребенок. Ни к какому лагерю это отношение не имеет. Вы или издеваетесь, или тут какая-то ошибка», — сказал мужчина грубым голосом. «А это мы сейчас легко выясним. Мы как раз подходили к домику охраны. Назовите фамилию ребенка и возраст», — попросил я собеседника. И пока один из охранников шуршал листами со списком детей, мой собеседник сопел в трубку, переваривая происходящее. Я специально держал телефон поближе к охраннику, чтобы отец мог слышать ответ из первых уст. «Есть такой», — наконец сказал охранник, повторив фамилию и имя ребенка, 6-й отряд. «Корпус 3. Слышали?» — спросил я в трубку. «Сейчас мы отнесем ребенку телефон, и вы уж там дальше сами разбирайтесь, ваш это ребенок или не ваш». «Хорошо», — ответил собеседник изрядно подсевшим голосом. «А где, вы говорите, этот лагерь находится?» «В Ярославле», — ответил я. Секунду помолчав, собеседник неожиданно выругался. «Интересно, с кем тогда моя жена в Египет улетела?» Вот такая необычная история. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.